Война. День 285. Ситуация на фронтах. Сегодня вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Это означает, что все подписавшиеся перестают ее покупать. Таким образом, Россия лишается половины своего рынка сырой нефти, что составляет 118 миллионов тонн в год. И у нее нет возможности найти новых покупателей на такие объемы. Кроме того, была достигнута договоренность о верхнем пороге цен на оставшуюся российскую нефть в размере $60 за баррель, хотя логика такой планки не совсем ясна, так как российская нефть и без того продается дешевле. Воздух. Сегодня ночью были нанесены удары по российским авиабазам в Рязани, где был уничтожен бензовоз, и в Энгельсе, где сообщается о повреждении двух стратегических бомбардировщиков Ту-95. Вчера был сбит российский ударный вертолет А-52 с помощью украинского комплекса С-300, что подтверждается кадрами. Оба пилота погибли, и судя по сообщениям россиян, это были довольно опытные пилоты. Также под Бахмутом был сбит российский Су-24, что также подтверждается кадрами. Россияне сегодня совершают массированные пуски ракет. Есть информация о сбитии, но и о попадании по объектам инфраструктуры. Восток. Сообщается о взрывах в Харьковской и Белгородской области. Бои идут по направлению Сватово-Кременная. Украинским войскам удалось продвинуться в Ягодное, которое раньше считалось ничейным, а также уничтожить батарею из 5 российских БМ-27 «Ураган», которые по логике должны были быть дальше от линии фронта, но, видимо, их подвели так близко для атаки украинского тыла. Дальше бои на подступах к Кременной в районе Червонопопівки. На правом берегу Северского Донца продолжают атаковать россияне, штурмуя Белогоровку на трассе Т-1302, Яковлевку, Солидар и подступы Бахмута, где им удалось подойти вплотную к городу. Сам город россияне в лучших традициях своего освобождения превратили в руины, как это было ранее с Мариуполем, Попасной и Рубежным. Бои идут южнее в районе Андреевки, Клещивки и Курдюмовки. Дальше россияне пытаются прорвать украинские рубежи севернее Авдеевки, в районе Красногоровки и Веселого. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Защита указанных городов имеет решающее значение для обороны Авдеевки. Украинские силы отразили атаки российских войск в районе Водяного, Первомайского и Невельского. В Марьинке продолжаются ожесточенные городские бои. Павловка остается спорной. Юг. Появились кадры высадки украинских войск на левом берегу Днепра возле Херсона. Там были установлены украинские флаги. Судя по всему, там активно действуют разведгруппы, но рассчитывать на полноценный плацдарм пока, думаю, не стоит, ибо украинские войска поставят себя в такие же сложные условия, в каких были россияне на правом берегу. Спасибо за просмотр, также огромное спасибо всем, кто помог сбору на генератор, я его уже приобрел, надеюсь, он мне никогда не понадобится, и буду благодарен, если вы поддержите видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком.